Эжению. Понятно, что эженье правильно, если это французский, эженье. Но по-русски все-таки эжению. Это не маска, однозначно. Но это аутентичная версия меня. Попытка создать что-то красивое, что-то трогательное и настоящее, искреннее. Сын Милен Фармер. В семье мне твердили, что ты урод, ты не такой, как мы представляем себе тебя, ты должен быть лучше. Травля была вот как раз связана с этой композицией. Не хочу я вспоминать это время, абсолютно не хочу. Надеюсь, что все это будет расширяться, что у меня будут более высокобюджетные клипы, более образные. Сейчас я работаю над альбомом. Полноценный концептуальный альбом, именно что-то свое, авторское что-то, полноценное путешествие. Он моментами мрачный, моментами светлый, моментами очень странный. Ну и середина альбома интересная, потому что она экспериментальная, там будут живые электрогитары, там будут очень интенсивные, по крайней мере, 2 композиции. Даже ту я все записывал дома на микрофон для скайпа. Я старался влиться в это сообщество. Несколько лет я был на МФРМР. Острая тема. Да, Милена история. Концерт каверов. Удивительно. И я не могу понять до сих пор, почему такое отношение. Одному рад и как-то, знаете, даже горд, что я не озлобился, что я не считаю никого виноватым. Попытки задеть, обесценить, неважно что, вообще все. Само мое существование, наверное. Я знаю отношения. Непонятно почему, но это ощутимо. Утвердиться мне точно не хочется вообще перед кем-либо. То есть прийти и исполнить вживую, чтобы кто-то сказал, что я могу. То есть я делаю это прежде всего для себя, это моя необходимость. А если есть люди, которых, как говорят, накрывает, да, они готовы понять это, ну это же здорово, это великий вообще для меня подарок. Были люди, которым нравилось, и можно было за это зацепиться. Но у меня не было никого, прежде всего в семье, кто бы меня поддержал. Мама говорила, что это игрушечки. Конечно, это игрушечки, это момент спастись вообще, убежать от этой реальности, от этой травмы. Мне нужна была поддержка тогда. Даже фотографий нет тех годов, когда мне было действительно плохо. Я не хочу это хранить. То есть как луковица наслаивается. И вот эта нежная серединка, которая внутри, если она вообще с годами, люди порой изменяются очень. Мой месседж такой. Это момент эскапизма. То есть зачем вообще нужен арт? Ну, для того, чтобы легче жить. То есть отвлечься. Ведь у каждого есть те самые песни, которые связаны с какими-то моментами в жизни, как саундтрек. Помимо эскапизма, гармонизировать людей. Я знаю, звучит это странно, и многие могут не понять, но я верю, что в музыке есть определенная магия. То есть я просто занимаюсь своим, развиваюсь. Для меня это момент саморазвития, это моя призма, мой собственный параллельный мир, благодаря которому я смотрю, вообще воспринимаю и анализирую, и живу. Если бы этого не было, я не знаю, что бы было. Альбом будет нести в себя тему воды, постоянного изменения, стремления к свету, каким-то провалом в эту тьму, которая есть в каждом. Вода — это символ эмоций. Я начал двигаться в том, в чем я чувствую себя живым. Это дает мне ощущение «я жив». Мы сделали ровно 665 снимков. Камера отказалась работать. 665. Еще немного и... Лес — это мысли. Лес — это вот эти ветви, это мысли, это дебри, которые постоянно. Раньше я очень себя накручивал по любому поводу. Тебе это тоже близко, знакомо. Малейший какой-то взгляд — все. Момент какой-то образности, чтобы это как-то погружало и создавало момент вот этой неестественного какого-то сна. И я понимаю, что это выглядит очень бюджетно, и тот звук, который в голове, его очень сложно реализовать. Для меня, как для на тот момент ребенка, было большим потрясением. Я уверен, что это было убийство, хотя выставлено это очень странно.
Это часть жизни, от этого не убежишь. Я не знаю, есть ли связь с этим миром каким-либо образом, и есть ли вообще что-то там, в плане, может быть, мы просто рассыпаемся, и ничего от нас не остается. Спекуляция по поводу хотя бы какого-то нарциссизма, какой-то попытки самоутвердиться. У меня ощущение, что я там был. У меня было такое давящее состояние. Я вышел нормально. Потом чисто ради интереса вернулся. Мне так плохо. Там так красиво. Так плохо. Исключительно картошка, то есть горячая. И любая музыка не классическая, это не музыка. Ниже пояса кольцехвостый варан, да? Услышать себя, откопать в себе себя за вот этими концепциями, навязанными комплексами, всем. Касательно внешнего вида, какие-то догадки могут быть. Во мне нет этих концепций, которые могут на меня навязать. Сила артиста в последователях. Если увидят, что эта идея, она поддерживается, это можно тогда развивать. Хочу прийти на лейбл уже сформированным артистом со своим материалом. Когда требует какого-то камин-аута и чего-то, глупо и жалко. Оправдываться и как-то пытаться бить себе в грудь, говорить, что такой или не такой. Мне очень близка позиция Милен и Энни. О личной жизни неизвестно вообще ничего. Но сколько спекуляций. В любом случае, что бы ни сказал, у каждого своя правда, своя призма, через которую это все искажается. Так что я даже пытаться не буду что-либо в плане себя как-то комментировать. Каждый может меня воспринимать как угодно. Главное, чтобы не было игнорирования. Вот это я очень боюсь, потому что для артиста самое страшное – это игнорирование. Пожалуйста, думайте, что хотите. Да, Всем привет. Ты сейчас находишься на самоизоляции, дома, все как обычно. Я по жизни на самоизоляции, то есть для меня это абсолютно ничего нового. Я постоянно записываю, постоянно монтирую, это постоянный процесс. Расскажи, пожалуйста, у меня готовы небольшие темы к тебе. Эфир довольно-таки должен быть интересным, поэтому немножко разнообразим. Первая тема. Парнишка с бровями до слез. Вторая тема. Белая ворона. Третья тема. Агнец Божий. Четвертая. Тут хаос все. Моя любовь меланхолия. Пятая тема. И последняя тема – Женю и движению. С какой темы начнем? С первой. Так. Парнишка с бровями до слез. Расскажи, пожалуйста, про образ, про творчество, про узнаваемость. Как это у тебя происходит? Почему вообще такое вот понятие? Это была шутка в том плане, что те, кто видел наш первый ролик «JTD2», кавер на композицию Милен Фармер, писали нам такую фразу. Ну, она каждый раз была разной, но смысл всегда был один. Это тот, да, парнишка с бровями до слез, со странными бровями. Ну да. С бровью от себя. Да, это шрам. Шрам. Да. Шрам украшают. А как ты вообще решил заняться вот такой вот деятельностью, творчеством, музыка? Это было всегда с самого детства. У меня еще в детстве был маленький кассетный плеер с возможностью записи. И я испортил все кассеты, которые у меня были. Наталья Рейра, кто угодно, все, что было, все было испорчено. То есть после этого это фотографии, что-то абсолютно завораживающее, запечатлеть момент, который будет жить вечно вот в этом виде. Монтаж роликов. То есть я постоянно из-за, пока эта тема еще не поднята, все-таки из-за того, что белая ворона. Да. Почему белая ворона? Да. Я всегда занимался чем-то, каким-то саморазвитием. И мне было всегда интересно вращаться в теме арта, потому что, это просто есть во мне. Мне и отец, и мама тоже музыкальные, поэтому это, наверное, естественно, что просто это есть. И 27 июня 2013 года я публиковал этот ролик «JTD2». До этого были другие, но это был первый, который мне показался действительно особенным. И
я подумал, что именно с него нужно будет начать. И это был особый год, потому что Милен Фармер была в туре, и мне удалось попасть на концерт в Москве. Я, как настоящий ребенок... Нет, я был на трибунах. Нет, я был однозначно на трибунах, в фан-зону я бы не рискнул. Я, как настоящий ребенок, мне на тот момент было всего лишь 17 лет, с этим галстуком из клипа, в белой рубашечке, в куртке, было холодно, ноябрь. И дорога была очень тяжелая, и концерт задержали где-то на час. И вот эта музыка клубная, очень тяжелая для восприятия, чисто вот для меня, была час. И в таком состоянии, когда начался концерт, удивительные эмоции. Я не понимаю, как это создается, это настоящая магия, потому что, слезы сразу. Казалось бы, не баллады, да? Наверное, просто эта музыка стала частью жизни. Она меня спасла в какой-то момент. Она сильно повлияла на меня. И это уже где-то на уровне ДНК. Поэтому парнишка с бровями до слез. Я никогда не старался быть похожим. То есть даже когда получал такие комментарии, это невозможно, мы очень разные. Зато меня льстил комментарий, который получал неоднократно сын Милен Фармер. Да, ты что, вот он где. В России, оказывается. Мы так долго искали тебя и вот нашли. Она же действительно была в те годы здесь, еще до Millennium тура в Москве. И... это уже такое. А вот тема белой вороны, некое любое творчество, да, и как твое творчество, это все равно вызов обществу. То есть мы все привержены, мы получаем комментарии, некую обратную связь. А вот почему белая ворона, с чем это связано вообще? Вот что-то... Я знаю, что, например, если ты, допустим, очень любишь кого-то из исполнителей, да, какие-то есть определенные иконы, и, как правило, очень многим людям, допустим, не нравится это. И они всем своим видом, я не знаю, отношением начинают как-то проявлять некую агрессию и заниматься травлей. Как у тебя это вышло? Нет, по поводу этого никогда не было. Были такие витиеватые намеки по поводу того, что я странный. В том плане, что просто оно из меня идет, вот эта странность какая-то. И какие-то спекуляции. В школьные годы этого не было. И вот сейчас я выпустил новый кавер, хотя думал, что уже никогда не буду исполнять композицию Милен Фармер, но показалось, что это очень удачно именно сейчас, именно эту композицию, исходя из того, какая ситуация сейчас в мире. И... COVID-19, то, что стоит в профиле. Да. Потому что эта композиция как раз о том, что нужно задуматься о душе. Я надеюсь, что этот момент не только изменит мир, это очевидно, что когда это все закончится, все будет абсолютно иначе. Не знаю, как мы будем адаптироваться, но сейчас не об этом. О том, что прежде всего нужно начать с себя. Изменения должны происходить внутри. И эту композицию я абсолютно иначе исполнил. Конечно, непривычно. После воздушного такого вокала Милен Фармер, настолько нежного, и тут я с такой подачей. Я так вижу, и на этот момент находился в таком состоянии, что действительно было сложно собрать себя из этих всех частей. Стараюсь не поддаваться панике, но все-таки, разумеется, влияние есть. Чем ты занимаешься? Вот сейчас такой момент, как ты говоришь, я всегда был на самоизоляции, у тебя ничего, сейчас практически ничего не поменялось в твоей жизни, ты продолжаешь же что-то делать, да? Вот над чем ты сейчас работаешь? Я постоянно записываю, постоянно сочиняю, постоянно занимаюсь монтажом, постоянно продумываю не то чтобы костюмы, но какую-то одежду, потому что это часть меня как рука и нога, и необходимо этим тоже заниматься. Именно что-то свое, авторское что-то. И
Сейчас я работаю над альбомом. Уже вот 5 лет я понял, что действительно стоит. После первого ролика была композиция «Monde Parallèle», «Параллельный мир». И потом позже еще была «Жетатон», «Я жду». Это уже были свои композиции. И как раз они были вдохновлены тем самым первым кавером «Je te dis tout». Со мной связался бельгиец Эрик и сказал, что очень хотел бы поработать. Он занимается пиано, ну, на уровне хобби. Для него это просто как отдушина, потому что у него очень нервная работа, он полисмен. И в Бельгии все эти годы, с 2013 года, очень напряженная ситуация, поэтому не знаю, как он справляется. И он познакомил меня с француженкой Амандой, Так. и она написала текст к этой композиции. Потом то же самое было. Он музыку, она текст к «Жетатон». И это был очень интересный опыт, потому что я всегда мечтал... С интернациональной, по сути, командой, да? Ну, сейчас еще плюс присоединился Алон, это Израиль, и это струнные. Помимо того, итальянец Томасо занимается пиано тоже. Ну, это музыканты по найму просто. А вот именно команда, это, конечно, я, Эрик, Аманда. Ну, Аманда не знаю, сейчас у нее очень изменилась жизнь, она занята семьей, сейчас она беременна. И для меня это был удивительный опыт, потому что я всегда мечтал сделать что-то свое, вдохновленное тем, чем я пропитывался все те годы, когда узнал о Мадам Фермер. Помимо того, это Энья, Сара Брайтман, это Майкл Джексон, это Нелли Фуртадо, Сьюзен Бойл. То есть всем этим пропитывался, и получается такое. И сейчас набросил уже столько композиций, что это альбом. Полноценный концептуальный альбом, в котором будет... Когда он выйдет? Сложно сказать, потому что у нас нет четких рамок в том плане, что мы сами занимаемся этим. То есть это зависит от бюджета, это зависит от занятости каждого из нас, потому что у каждого из нас есть, помимо того, основная работа. И это, конечно, процесс. Но мы так долго работаем над ним не потому, что вот все это, а потому что просто я был не готов. Потому что, опять-таки, спекуляция по поводу хотя бы какого-то нарциссизма, какой-то попытки самоутвердиться, но это из детства же идет. И в детстве постоянно в семье мне твердили, что ты урод, ты не такой, как мы представляем себе тебя. Ты должен быть лучше. И я постоянно постарался утвердиться в их глазах за счет того, что приносил хорошие оценки. И когда я ушел из школы, сейчас расскажу про эту травлю, но сразу перепрыгнул, и получил проучился в колледже и получил красный диплом. Я понял, что я выполнил свою функцию. То есть мне это не надо, мне эта профессия не нужна, атомщика. Но я выполнил свою функцию, я как бы сделал вот этот сувенир для мамы. И они стали в какой-то мере меня уважать. Мне нужна была поддержка тогда. А сейчас вот любовь и какое-то теплое отношение, мне сложно это воспринимать. И каждый раз после какого-то... Да вообще, даже с людьми любыми. Любой комментарий, любое какое-то доброе слово, я сразу начинаю втягивать плечи, то есть ожидая удара. Потому что, так быстро преодолеть эти все моменты невозможно. И травля была вот как раз связана с этой композицией. «Réveiller le monde», «Пробудить мир». Кто тебе... Она... Кто эти люди? Мои одноклассники. Кому нам надо сказать плохие слова сейчас приветы? Нет, однозначно нет, потому что без этого я не был бы собой. Я был бы не тем, кем являюсь, и я бы не начал копать туда, куда необходимо, то есть в какую-то чувственность, в какую-то музыкальность, в творчество. Вряд ли бы я этим занимался, потому что я жил на абсолютно других энергиях. Я и выглядел абсолютно иначе, потому что, когда человек живет на других энергиях, он выглядит соответствующе. И я записал, нашел стих,
на русском языке. На тот момент я встречался с девочкой, и она мечтала стать стоматологом. Не знаю, получилось ли у нее, но сейчас она уже замужем. Тебя поддерживать. Давайте поддержим нашего гостя сегодня лайками, сердечками. Видишь, все хотят тоже пойти и отомстить. Спасибо. Пришли нам адрес, куда, если чего, после карантина мы пойдем и всем отомстим. То есть получается, что ты, еще раз, у тебя была композиция, у тебя были стихи, ты вышел с этим в народ, в массы. Нет. Я, исходя из своей чувствительности, исходя из своей какой-то вот этой вот души нараспашку, которую с годами понял, что надо как-то порционно. И я решил сделать ей приятное и записать, что-то такого типа признания, не знаю. Стих был очень толстый в плане энергетики, в плане какого-то... То есть это определенно не шедевр, это что-то очень простое. Но он удачно лег по размеру и по всем показателям именно на эту аранжировку. Я записал, как возможно было. Даже ту я все записывал дома на микрофон для скайпа. То есть с самого детства все это потихоньку шло вот с этого маленького кассетного плеера, потом микрофон для скайпа, разные микрофоны для скайпа. И потом я понял, что нужно попробовать и записать студийную композицию. Вот «Je te dis tout» — это начало, и после этого я уже заимел этот микрофон, именно на него записывал «Je te dis tout». Тогда он был не мой, но я знаю, что был точно он. И вот этого звука пока что придерживаюсь. То есть этот микрофон, я так понял, попадет в Hard Rock Cafe, будет висеть скоро в Москве на аквариуме, да? С надписью, вот. Это тот самый... Знаешь, Антон, я не рассматриваю свою деятельность в плане стать популярным и суперзвездой и там что-то еще. У меня нет таких иллюзий. Я смотрю на это так. И вот, кстати, однажды мне задавали вопрос, очень агрессивно задавали вопрос, почему ты этим занимаешься? И я не нашел ответа. На тот момент как раз я вот был до того переломного момента, когда у меня было много фотосессий на страницах, я пытался всячески утвердиться. Скачу с темы на тему, но может быть так интересней. Раз нам все интересно рассказываем, уже факелы поджигают, все уже идут. Факелы. Да, я солдатиков уже приготовил, они всем рот заткнут и так далее. Так вот, я записал эту композицию настолько, насколько мог. Разумеется, мое звучание на тот момент было далеко от хотя бы той стилистики, в которой работаю. Я все-таки знаю, что предела совершенства нет. Я забыл сказать про популярность. Я рассчитываю на то, что куда-нибудь это приведет точно. То есть я надеюсь, что все это будет расширяться, что у меня будут более высокобюджетные клипы, более образные, более... Что ты несешь в композициях? Я сейчас немножко просто к темам нашим вернусь. Вот «Агнец Божий», да? Вот какой основной посыл для аудитории, месседж? Для чего ты делаешь? Да? Это в тему как раз, да. Да, как раз я... Что? Мы все должны понять, стать добрее, стать чувственнее. Чувственнее не знаю, каждый из нас чувственен. Просто с годами человек обрастает этими блоками, обрастает этими концепциями, и через них начинает, через эти призмы видеть весь мир. Уже это не он в плену всего вот этого. То есть как луковица наслаивается, и вот эта нежная серединка, которая внутри, если она вообще с годами, люди порой изменяются очень. И мой месседж такой, вот как раз в ответ тому человеку, который меня спрашивал тогда, мой месседж такой, хоть это и странно звучит, но мне самому это необходимо, и мне бы хотелось, чтобы и от меня получали такую энергию. Это момент эскапизма. То есть зачем вообще нужен арт? Для того, чтобы легче жить. То есть отвлечься, погрузиться куда-то. Ведь у каждого есть те самые песни, которые связаны с какими-то моментами в жизни, да, которые волнуют. Неважно, какая это композиция, но она связана, она уже часть жизни, как саундтрек. И помимо эскапизма,
То есть в момент в какой-то этот мир окунуться, в свой собственный параллельный мир, это гармонизировать людей. Я знаю, звучит это странно, и многие могут не понять, но я верю, что в музыке есть определенная магия. И вот эти тонкие моменты, они ощутимы каждому. Я надеюсь, что наша музыка, потому что, казалось бы, да, в чем, за что меня можно критиковать в том плане, что, ну, как-то агрессивно. Я не несу в мир какого-то чего-то темного. Я не говорю на какие-то темы, которые могут шокировать или оскорбить. Шокировать-то это может быть интересно, но оскорбить однозначно нет. То есть я просто занимаюсь своим, развиваюсь. Для меня это момент саморазвития, это моя призма, мой собственный параллельный мир, благодаря которому я смотрю, вообще воспринимаю и анализирую, и живу. Если бы этого не было, я не знаю, что бы было. И мой месседж такой: гармонизировать людей. То есть тот момент, когда человеку хочется включить ту или иную композицию, хотелось бы, конечно, еще делать их такими, чтобы их можно было включать на повтор и бесконечно слушать, чтобы они не раздражали, чтобы они входили в человека, растворялись в нем. Ну, как-то так, как ты в своих эфирах говоришь. Ну, вот как-то так, как бывает. Как-то так, ребят, да. Смотри, вот мы все говорим Милен, да, у нас есть такая тема, тут хаос, все. Какое, вот я знаю, что ты не посещаешь никаких Милена-тусовок, и ты вообще далек... Острая тема. Да, Милена история. Что там произошло? Удивительно, и я не могу понять до сих пор, почему такое отношение. Я никогда никого не оскорблял, никогда не участвовал в каких-то... Ну, то есть, да, то есть никогда этого не было. И сама моя деятельность, ну, очевидно, что моя энергия, она безобидная и какая-то вот... Поэтому я старался влиться в это сообщество. Несколько лет я был на вот этом самом крупном форуме МФРМР, русскоязычном, и старался общаться в различных темах, конечно же, прежде всего связанными с Милен, ну и вообще чисто по-человечески, потому что мне было очень одиноко из-за этой травли и вообще... Я правильно понимаю, в школе тебя ну, как не понимали, да, так скажем, отношение было странное у одноклассников, потом ты пришел на форум МФРМР и тоже, опять же, всех выписал, да, чем? Вот, я говорили. Одному рад и как-то, знаете, даже горд, что я не озлобился, что я не считаю никого виноватым. То есть не прекратил свою деятельность? Однозначно. То есть я делаю это прежде всего для себя, это моя необходимость. А если есть люди, которых, как говорят, накрывает, да, они готовы понять это, ну это же здорово, это великий вообще для меня подарок. Ну так вот, и я старался как-то показывать свое творчество, там же публиковал, и в группах ВКонтакте публиковал работы, которые были еще до ЖТДТУ. Надеюсь, их нигде нет. Нет, ничего такого. В интернете мы посмотрим, почему. У меня их нет. Честно сказать, у меня даже фотографий нет тех годов, когда мне было действительно плохо. Я не хочу это хранить. То есть люди говорят: ты что, это же молодость, и будешь вспоминать. Не хочу я вспоминать это время. Абсолютно не хочу. И я все время видел не прямым текстом, витиеватые какие-то, ну, если как-то жаргонно сказать, да, подколки какие-то, как-то вот попытки задеть, попытки обесценить. Неважно что, вообще все.
само мое существование, наверное. И я видел это все, чувствовал, и в определенный момент я, особенно после же, даже там была тема, посвященная мне, это администраторы сами сделали, что вот на тот момент я еще назывался Евгений Новиков, ну то есть Евгений Новиков на латинице, и там был... Я как сказал, Новиков. Евгений Новиков, на французский манер, да. Евгений Новиков. Сейчас я Эженио. Понятно, что Эженьо правильно, если это французский. Эженьо. Но по-русски, ну как-то это странно звучит, из таких слов мало, чтобы на «ё» оканчивались. Все-таки Эженио. Это понятно, что это искаженное, то есть это аутентичная версия меня. Это не маска, однозначно. Но это аутентичная версия меня. Попытка создать что-то красивое, что-то трогательное и настоящее, искреннее. Но ты всегда искренен. Вот когда ты записываешь композицию, у тебя же в Инстаграме, ВКонтакте, да, у тебя прям целый анонс, почему так, с чем связано. То есть ты делишься с нами мыслями, объясняешь. Это был барьер тоже, кстати. Ну, я скачу с темы на тему, но все это части одного, как пазла, они складываются. Думаю, к финалу эфира мы успеем. Были люди, которым нравилось, и можно было за это зацепиться. Но у меня не было никого, прежде всего в семье, кто бы меня поддержал. Мама говорила, что это игрушечки. Конечно, это игрушечки, это момент спастись вообще, убежать от этой реальности, от этой травмы. И можно было бы за это зацепиться, что были люди, которым нравилось, и они хотели общаться. Но я чувствовал, что, ну, наверное, это было глупо оттуда уходить, и я даже хотел вернуться недавно, но понял, что, наверное, уже невозможно влиться, и даже пытаться сложно, да, потому что... А если тебя пригласят, вот заплатят денег и скажут, вот у нас будет день рождения Милен Фармер, пожалуйста, приходи, спой нам песню. Ну, о каких деньгах речь? Там происходит это все в формате такого квартирника, то есть это что-то такое ламповое и между собойчик такой, их мероприятие, концерт каверов, вот такого направления. Меня неоднократно туда звали. И я Андресу Сафари говорил, по-моему, даже прямым текстом, что я знаю отношения в этом сообществе ко мне. Непонятно почему, но это ощутимо. И утвердиться мне точно не хочется вообще перед кем-либо. То есть прийти и исполнить вживую, чтобы кто-то сказал, что я могу, но такое ощущение. Ничего. И приезжать не хочешь, и в то же время сам себе уже как бы доказал, у тебя есть люди, которые слушают твою музыку, которые это бесценно. Смотрят видео, которые сейчас нас посмотрят, да, смотрят или посмотрят в повторе, но в любом случае, то есть ты не считаешь нужным делать вот такой живой звук. Если ты сделаешь, я очень этого хочу. Просто понимаешь, я хочу сделать это вот как альбом. Я не хочу просто сделать композиции, которые у меня набрались за все эти годы. Ну это как-то... Я хочу сделать концептуальный альбом. Как в котором будет... альбом, кстати? Об этом будет смысл говорить, когда я выпущу хотя бы заглавную композицию. Сейчас бессмысленно. Это 3 или даже 4-составное слово, в котором есть слово «смерть», есть слово «вода», есть слово «свет» и есть слово «изменение». Наподобие, как есть у Милен Иннаморамента. То есть в нем можно увидеть несколько слов. Это будет какой-то... Такой. Да, такой смысл. Вообще, все, что я делаю, пронизано... Ты в личном общении меня спрашивал, почему лес? Все пронизано прежде всего водой. И особенно те концепты, которые я буду публиковать сейчас, это тема воды. Почему воды? Потому что вода — это символ эмоций. Это постоянно изменяющаяся текстура. Она меняет цвет, она меняет свою плотность, она во всех смыслах постоянно изменяется. То есть для меня вода, аквамарин однозначно войдет в альбом. С него я хочу начать альбом. Потому что он интересный в том плане, что это полноценное путешествие. Он моментами мрачный, моментами светлый, моментами очень странный.
Ну и середина альбома интересная, потому что она экспериментальная, и там будут живые электрогитары, там будут очень интенсивные, по крайней мере, 2 композиции, и одна уже есть, эти лютон, часы, время. И помимо этого будет... То есть это будет тема... Сейчас вспомнил интервью Милен 2005 года, когда ее спрашивают и Лорана, а что будет в альбоме, и она говорит, там будет много гитар. Гитары будут однозначно Он говорит, разные. Что можете рассказать? Она на него так смотрит, поворачивается. Они что-то переглянулись, понятно, что они уже ничего Я видел, да. не могут нового рассказать. И она опять, там будет много гитар. Ну, я просто видел информацию, что Лоран к гитарам относится своеобразно, а Милен их обожает. И... песни. Я вижу. Гитары, да. Гитара — это интересно. Мы любим слайд-гитары. Это великолепный звук, потому что тот, кто придумал слайд-гитары, это вообще святой человек. Да. Они похожи и на Родес, на такой пиано-звук синтовый. Они похожи и на какие-то... Но это такой образный, такой обволакивающий. Вот в «Аквамарине» главная партия играет тан-дан-дан. Это слайд-гитара. Вот так звучат слайд-гитары. В новый кавер «Réveillez le monde» там тоже гитары, все гитары, которые там есть, это как раз вот слайд-гитары. То есть это не электрогитара, это не акустическая гитара, а это именно она вот такая странная и какая-то утонченная. И альбом будет нести в себя тему воды, постоянного изменения, стремления к свету, каким-то провалом в эту тьму, которая есть в каждом, потому что невозможно без этого. Это гармония. Без тьмы не существует свет, а без света не существует тьма. Это постоянная... Ты говоришь про свет, а сам вот сзади все темно у тебя. Видеоролики, как правило, тоже такие темные, но при этом ты говоришь про свет. Хотя вот видео мне понравилось, где ты в саду, да, вот бегаешь, ты там в белой одежде. Символ души, белый, да, персонаж. Прям такой вот он светлый, наоборот, ролик. Это был эксперимент, и я рад, что на это пошел. Тогда великолепно цвели яблоневые сады. Это было совершенно волшебное время. И удивительно, я нигде об этом не писал, мне запретили об этом говорить. Но я считаю, что стоит сказать. На следующий день после съемки этих роликов мы с Галиной Писаревой занимались, фотограф, с которой работаю всегда, мы занимались съемкой в том же саду, в той же одежде. Одежда уже была, конечно, абсолютно, потому что лес горел, но это очень образно в том плане, что он цветет из вот этого пепла. Настолько это. И одежда белая, вся вот в этих черных. Не знаю, на кадрах не особо видно, потому что мы решили как бы 2 плоскости сделать, как будто вот там, где нахожусь я в этом мире, и как будто то, что я вижу, небо, все вот это, как 2 плоскости, может быть, даже 3 порой там. И это такой вот странный параллельный мир. И мы сделали ровно 665 снимков. Камера отказалась работать. 665. Еще немного и... Ну да, знак. Удивительно. Почему именно... Вообще не поддавалось. Все нормально с картой памяти, все нормально с зарядкой, с аккумулятором. Все абсолютно в порядке. И пришлось... Да, Калифорния, я помню эту композицию. И тогда мой звук тоже был далеко от этого, но как-то... Кристина, мы вместе учились. Калифорния, да. Но я начал выбирать композиции, которые уместны и с которыми я могу ассоциировать себя и свое мировоззрение. «Моя любовь, меланхолия», да? Да, есть такая композиция. У меня уже опубликован ролик, но там настолько витиевато. Да, я к чему? Ты сказал вот про лес, вспомнил сам эту историю про лес. Что тебя еще вдохновляет? Лес. Лес. Да, энергию черпаешь. Лес — это мысли. Лес — это вот эти ветви, это мысли, это дебри, которые постоянно. Раньше я очень себя накручивал по любому поводу. Тебе это тоже близко, знакомо. Малейший какой-то взгляд
Все. То есть это, наверное, естественно для чувствительных людей. И лес. Первый ролик это был сосновый лес. Это какое-то такое что-то зыбкое, неуютное. В сосновом лесе всегда очень ветрено. И это такой символ. Потом был лес в Монт-Параллель. Тоже сосновый, но он был уже заросший. Он был в середине лета, был очень зеленый, очень пышный. То есть это очень удачно описывало мое состояние, что я начал двигаться в том, в чем я чувствую себя живым. Это дает мне ощущение, я жив. И дальше это был вот образ как раз вот этого яблоневого сада. Это момент подумать о чем-то светлом. Вообще здесь четко, вообще во всех композициях, во всех роликах, но конкретно здесь, тема осознанных сновидений. Очень тонкая, очень странная, могут сразу подумать, что наркоманы и все прочее, ну, такого плана. Ну, я всегда говорю, что сны, просто сны. То есть осознанное сновидение – это высокого уровня практика, я сам не владею ей, но это момент, когда осознаешь себя во сне и можешь управлять событиями. Да, событиями. Это, я думаю, это очень интересно. Но это, конечно, не каждому открывается и интересно. И вот как раз здесь четкое ощущение вот этой неестественности. Все очень насыщенно, все светящееся. И вот как раз ощущение вот этой неестественно зеленой зелени, которая пышная, которая, ну вот как на заставке Windows, да, XP. Да. Да. И аквамарин – это вот уже фосфорический такой аквамариновый цвет. Сейчас, может быть, я даже покажу, чем я вдохновился, чтобы сделать именно такую цветокоррекцию. Понятно, что аквамарин, он в основном прозрачный, но я нашел в интернете вот такую версию аквамарина. Он из сине-аквамариновый, бирюзовый такой. И я подумал, вау, потому что синий цвет мне очень, как будто бы моя аура. Не знаю, но вот такое ощущение, чисто на уровне ощущений. А аквамарин – это вот как раз момент стремиться куда-то вот туда, к какому-то свету, к какому-то чему-то такому. То есть природа – это вообще очень гармонизирующий момент. Почему я вплетаю именно природу? Казалось бы, да, я мог снимать просто на каком-нибудь однотонном фоне. Вот Лютон был на красном фоне, на черном некоторые из этих композиций. Интерстеллар был на таком блестящем фоне, то есть как бы звезды. И этого можно было бы оставить. Но я хочу, чтобы все-таки здесь был момент какой-то образности, чтобы это как-то погружалось, создавало момент вот этой неестественного какого-то сна. И я понимаю, что это выглядит очень бюджетно, и я очень хотел поснимать с дельфином, потому что это удивительные существа. В то же время они могут убить, если не в стае. Да. И акулу тоже. Поэтому аквамарин – это не что-то размазанное и эфемерное, но это что-то очень живое, энергичное. Мне бы хотелось, конечно, все-таки сюда добавить живых ударных, чтобы это было очень интенсивно, чтобы это было захватывающе, чтобы это... Но может, насколько... лимитированную версию альбома выпустить, там аквамарин будет. Мы стараемся, но насколько это получается. То есть тот звук, который в голове, его очень сложно реализовать. И так как оно получается, это все-таки чистая наша энергия, мы занимаемся этим сами. И... А ты как-то напеваешь, вот допустим, вот записываешь, что-то тебе приснилось во сне, да, ты куда-то сразу фиксируешь. Мне мелодии снятся. А мелодии, вот ты их напеваешь, ты их записываешь в аудио или куда-то? Да, однозначно. Однозначно на диктофон. Тейлор Свифт также делает, я у нее подсмотрел. И... Она у тебя? Нет, у нее деятельность намного раньше, чем я. И потом все-таки супер популярная исполнительница. Удивительно, насколько подросткам прежде всего близка ее музыка. И да, это диктофон, и мелодии, и текст, и все что угодно. Даже ритм. Это я видел в одном из интервью Майкла Джексона. Он говорил, что именно вот
Билли Джин, его известную композицию, басовую партию, говорит, я записывал на магнитофон. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. То есть, это, говорит, мне пришло, я, говорит, я не считаю, что я пишу музыку, что я ее создаю. Говорит, говорил он, что я приемник. Интересная концепция. И да, вот такие образы. Дельфин. Ну, вообще, композиция «Аквамарин», мне не хотелось как-то раскрывать эти темы, но раз уж мы говорим о травле, нужно к этому, кстати, вернуться, то она связана со смертью близкого. Для меня, как для на тот момент ребенка, было большим потрясением, что не стало моего одноклассника. Я бы не сказал, что мы очень близко общались, что это была дружба какая-то, прям вот. Ну, как-то вот общались и ни о чем, и обо всем, и играли в приставку Sega. Обменивались картриджами. Да, он был просто помешан на петардах. У него постоянно руки были в этих петардах. И его в один момент не стало. Это было начало старшей школы. Я помню, что началась геометрия. И это был четверг. Ничего себе, ты так помнишь все? Да, и он не пришел. Ну, казалось бы, мы сидели за одной партой. Он не пришел, и я помню, что сказала преподаватель по математике: «Вот я его убью». В этот же день? Да. Я помню потом, как она искренне говорила, что вот это происходит, это естественно, но все в таком направлении. Но я не знаю, помнила ли она эту фразу, а мне она врезалась. И... Ты отомстил? Да, о чем ты? В смысле? Нет, я не мстительный человек. Но и в то же время я не бесхребетный. Но я стараюсь как-то с, что ли, любовью относиться ко всем. Ну, с какой-то теплотой, потому что я понимаю, что у каждого есть свои концепции, у каждого есть свой багаж, который он несет через годы, может быть, какие-то травмы из детства. То есть каждого человека можно понять, и сейчас такой тренд в арте, взять хотя бы фильм «Малефисента», да, то есть это, казалось бы, злодейка, но ее можно понять. А во второй части этого фильма ее вообще раскрыли как Феникс, она вообще удивительное существо, оказывается, мифическое. Обожаю этот фильм. Великолепно. Это, конечно, роскошно. Но, возвращаясь к тому, к Аквамарину и к этому потрясению, его не стало. Я уверен, что это было убийство, потому что он был очень задиристым. И, очевидно, такое ощущение, что это был парень моего возраста. Вот какой я сейчас, вот такой был. И это невозможно понять. У меня нет к нему агрессии, но как можно отнять жизнь? И что можно было сделать настолько чудовищного, чтобы настолько? Я уверен, что это было убийство, хотя выставлено это очень странно. Наверное, подробностей не надо. Ну да, криминалистика придет сюда. От светлых тонов, от разговора о воде. Это часть жизни, от этого не убежишь. И я 3 года не мог попасть на его могилу, потому что мне было тяжело. Я тогда узнала Милен. Насыщенный какой год, да? Вот. Да. И меня некоторые композиции искренне пугали. Я никогда такого не слышал. Agnus Dei, Saint Vagique. То есть они такие, у них такие звуки, которые я никогда такого не слышал. И меня это поглотило. Совершенно. И меня это спасло. Меня это спасло однозначно. А сейчас, спустя какое-то время, когда я уже, через те 3 года я побывал у него на могиле, мне стало легче. Такое ощущение, вот даже какое-то странное, но я думаю, странности есть у всех, может быть, меня кто-то поймет, на его надгробии его изображение, понятно. Такое чувство, что он улыбнулся. Странно звучит.
Ну вот я сказал что-то типа, ну что, я пришел. И такое чувство, что он улыбнулся. Но я не знаю, есть ли связь с этим миром каким-либо образом, и есть ли вообще что-то там в плане, может быть, мы просто рассыпаемся, и ничего от нас не остается, никакой ни души, ни воспоминаний, что это мы все забываем. Не зря же говорят, что вот эта вещь у нас, это Cupid's bow, то есть момент, как будто ангелы сделали так пальцем, мы все забыли. Интересно. Да. И сейчас, ну так вот, я побывал у него на могиле, мне стало легче. Я понял, что нужно идти дальше, я это отпустил. Ну, для ребенка все испытывали это смерть А кого-то. ты снял бы клип на кладбище? Очень хотел. Я хотел еще снять в заброшенной церкви. Мгм. Русской. Именно. Потому что они... Все быстро сейчас ищем заброшенные церкви после эфира. Ты знаешь, энергетически мне страшно как-то, потому что, вот, например, советский фильм «Вий», если говорить вот об арте как-то отвлеченно, Мгм. актриса очень болела после этой роли. Про Наталью Варлей, да, мы сейчас? Ей было очень плохо. Она обратилась в религию, и, ну, порой религия – это, наверное, способ для некоторых людей спастись и как-то вот быть причастным. Это тоже сообщество, можно сказать, да? То есть таких примеров много. Меня поражает, что Милен вплетает такие образы, которые, ну, очень смелые, и все в порядке. Может быть, мы, конечно, не знаем всего этого закулисного. Все в порядке, и настолько это все витиевато, настолько это многослойно, и как ей это удается, непонятно. Потому что неподготовленный человек, это оказывает влияние. Не знаю, это может быть надуманное, как вот психосоматика, и человек начинает, вот я сделал это, я сыграл ведьму, да? Какой я человек, да? Может быть это, не знаю, но как-то вот не решаюсь. Ну, это момент роста, это момент осмысления, может быть, к чему-то такому приду. Но честно тебе сказать, когда я побывал в католическом храме, Мгм. у меня ощущение, что я там был. У меня было такое давящее состояние, меня тошнило, и я чувствовал, как будто я здесь очень страдал. Я даже не знаю, что это... Я вышел нормально. Потом чисто ради интереса вернулся. Мне так плохо. Там так красиво. Так плохо. Что это было? Может быть, это конкретно вот этот храм. Может быть, в каком-нибудь еще я побываю. Например, Сара Брайтман, у нее есть великолепный концерт в католическом храме. Вау! Такая красота. Так здорово. И роковые вот эти аранжировки у нее, сплетенные с классическими какими-то вокальными вот этими интонациями. Совершенно что-то новое. Она молодец. Она не зациклилась на классической школе, хотя у нее как раз классическая школа. Она позволяет себя исполнять с воздухом, она позволяет и фальцетом, и всячески, всяко. То есть люди классической школы, они замкнуты вот на этой маске. То есть исключительно картошка, то есть горячая. И любая музыка не классическая, это не музыка. Мгм. Мгм. Такой человек, как Сара Брайтман, это удивительное вообще явление, потому что разносторонняя, она может все. Великолепно. Я очень рад, что есть такой источник вдохновения. Я в восторге. А ты бы Ну, так- записал бы в жанре, вот в рок-стиле что-нибудь? У меня есть такая композиция вот на этом альбоме, заглавная. И, ну, не то чтобы роковая, но там роковые гитары. И она такая интенсивная на тему ветров, на тему воды, на тему света, на тему вот этого. Как вот тебе этого всего. коллаборация с диджеями? Возможно, будет какой ремикс какой-нибудь? Я с этого начинал. Да, ну, где-то даже есть в интернете композиции. То есть по поводу ремиксов, да, я хотел на промо диджей запустить такую промо-акцию и сделать конкурс, чтобы иметь такой материал. Но именно работать, ну, пока к этому не пришло. Я очень ценю энергию Федора. Мгм. Он ученый,
занимается микробиологией и занимается в то же время музыкой. То есть, казалось бы, человек вот такого склада, и в то же время у него работают два полушария. И творческое, и вот такое, как сказать, аналитическое, наверное. То есть он в себе сочетает вот какую-то вот эту сентиментальность, можно, наверное, сказать. Надеюсь, это не оскорбит его. И в то же время он смотрит на музыку исключительно как на момент саморазвития и изучения. То есть это интересная такая субстанция, которая... Она просто нас спасает. Всех вообще людей. Если бы не было музыки, я не знаю, что бы это был за мир. Поэтому я ценю его энергию, я ценю то, что у нас... Есть такие, извините, я перебью, никакую музыку не любят, никто им не нравится, ничего не интересно. Вот такие тоже встречаются, но это их выбор, да, опять же, это нравится, не нравится, да, слушать, не слушать. Каждый делает что угодно, поэтому если брать тему как раз вот этой травли, которая идет со школы, то, что человек что-то делает, человек чем-то увлекается, это какая-то зависть, что ли, то, что вот вы... Казалось бы, да? Что такого? Делаете, но делайте, кто вам мешает, по сути, да, вот и ты так же. Делаешь, а вот этим не нравится, в Милена-тусовке там не угодил, в школе не угодил, маме не угодил. Кстати, там... я везде бы, наверное, смотрелся странно, в той же Милен-тусовке, на том же вечере каверов, потому что у меня такая история, связанная с семьей, такое детство, что тема алкоголя, она очень острая. И я категорически вот это не приемлю. Во-первых, потому что невкусно. Я не понимаю, как можно это пить в том плане, что я чувствую спирт. Может быть, какие-то есть изысканные вещи, в которых не чувствуется спирта, как, например, парфюм есть такой, в котором не чувствуется спирта. Это сильный, вот такой интенсивный. Может быть. Но, честно говоря, я бы лучше съел какой-нибудь изысканный фрукт, типа там папайи или манго, но которые в повседневной жизни недоступны. Именно такие, какие они там, где они растут, не такие, как нам их привозят. И, ну вот, я бы был тоже странным, потому что, ну, люди расслабляются, да, это момент у них, чтобы расслабиться. 2 минуты осталось. Сколько? 2 минуты. О, я даже не рассказал про травлю. Ну, мы можем, продолжить эфир в любой другой день. Я просто как хотел, у нас были вопросы, которые мы не освещали. Где тебя можно скачать? Где можно послушать? На всех электронных платформах. Я есть везде. Физически пока дисков нет. Все в цифровом виде, да? Да, пока да. Твой любимый альбом Милен? Avant que l'ombre. Снял бы клип на песню No Regrets? Может быть, да. Да, и хорошая, очень хорошая композиция. Мне тем нравится, что там ударные в одном моменте совмещены с звуком разбитого стекла. И это создает такой эффект разрывной. Классно. Так, ну что, если у кого-либо вопросы, Женя с радостью на них ответит, наверное, в директе, да, где тебе можно написать, где ты чаще всего видишь... Я позволю себе такую, может быть, наглость. Давай хотя бы 10 минут сейчас после этого эфира уделим. Я обещаю, не задержу. Обещаю. Ок, вот, давай. и мы тогда сейчас продолжим. Хорошо. Вот. Ребят, ну тогда что, мы сейчас вернемся через буквально пару минут, на 10 минут, и не продолжим нашу беседу. Je quitte terre, tu es mon sang, mon doublement, mon adhère. Je suis là et je t'attends, plongé dans le noir claque mes dents. Je te rends ton amour, ces bleus flacons le jour, ces couleurs se sont diluées. Et je reprends mon amour, je redeviens les contours de... Je vis dans un monde pas
Когда у меня был вот этот переломный момент, я понял, что нарциссизм, попытка утвердиться, это не как-то не созвучно со мной. Мгм. Да, и я все убрал, абсолютно все убрал. Я скрывал даже ролики, которые были выпущены. Мгм. И я хотел почувствовать в себе, что же я могу сказать, каким месседжем я могу появиться, потому что мне нужно этим заниматься, но я не хочу следовать тренду какого-то пафоса, какого-то чего-то, вот что сейчас считается нормой. И То есть ты вот этот вот вся грязь все ниже пояса вообще не про твое творчество, не про тебя ни в коем случае. Ты больше вот за мир во всем мире, за да, пока ниже пояса кольцехвост и варан, да? ряды относительно того, что тебе нравится. Ты, по сути, ну, никакого образа нет, ты просто такой, какой ты есть. Вот я, вот мое творчество, вот моя музыка, вот мой клип, вот мой сайт, и вот так меня вот зовут. Ну, образ — это ведь маска, это ведь отталкивает, и всегда чувствуется барьер. Понятно, что в повседневной жизни мы можем всячески выглядеть, но если тема арта, если это момент что-то... Вот я бы мог публиковать все это в виде там, с картиночкой природы, но нет. Это чистая психология. Человеку важно видеть исполнителя. Вот у меня ты ассоциируешься вот с какой-то вот такой птичкой. Я скорее черепашонок. То есть представь, в том смысле, что когда вылупляется из яйца это существо, удивительно, он бежит именно к морю. Он, неважно, к морю, к воде. Он не смотрит по сторонам, он не бежит в обратную сторону, он ничего не ждет. Он бежит, у него инстинкт, он знает, что туда. И вот я всегда по наитию двигался в сторону арта, потому что я понимаю, что это нужно. Я должен стремиться к этому. И не знать, куда это приведет. Понятно, что какие черепашата крошечные, когда рождаются. Понятно, что мы каждый всего лишь, как Милен в одной композиции поет, песчинка блуждающая. Поэтому акваже сех. И ну вот скорее черепашонок. А если и птенчик, то, наверное, цыпленок, потому что он такой солнечный. Цыпленок. Цыпленок, наверное. Как у тебя все уменьшительно-ласкательно, по сути, да? Ты как ошибочно вот пишут на форуме Farmel, да, или на где-то еще, вот самолюбование, вот я такой, я, значит, пою, там все дела, снимаю клипы, всех начинает это раздражать, а ты вот мы сейчас с тобой общаемся, ты совершенно как бы, ну, скромный парень. И очень скромно относишься, вот я заметил, очень скромно относишься к своему, допустим, деятелю, ну, творчеству. Ну, по-моему, это... Да это, наверное, от человека зависит. Просто вот оно во мне есть, и я просто... Я такой, и услышать себя, откопать в себе себя за вот этими концепциями, навязанными комплексами, всем-всем-всем, ну, на самом деле, это путь. И те ролики, которые я хотел скрывать, первые, там ощутимо, что все-таки попытка самоутвердиться. Да плюс я еще как-то вот себя ощущал очень неуверенно, да и, наверное, это всегда будет, это всегда риск и всегда... То есть я веду к тому, что любая критика – это очевидно, касательно внешнего вида, какие-то догадки могут быть, какие-то прочие спекуляции. Я знаю, что это неизбежно. Я шел на это осознанно. Просто хочется верить, что люди ощущают мою энергию, понимают, что во мне нет этих концепций, которые могут на меня навязать. И часто спрашивают, вот был вопрос, как распорядок дня, какой-то распорядок дня. И творчество. Да. Какой процент? Каждый день это работа над голосом. Я сейчас сижу в своей кабине. Это работа над голосом каждый день. То есть можно ошибочно, о чем ты мне говорил в личном общении, можно ошибочно подумать, что я
как-то совсем вот слабо это все изображаю. Нет, я могу очень многое. И если посмотреть с технической точки зрения, в каждой композиции у меня расставлена палитра. То есть я не пою в одной подаче, скажем, там субтон, то есть просто вот так постоянно. Нет, у меня есть вся палитра, которая почти все. То есть большую часть своей палитры я могу вплетать. То есть это не момент, посмотрите, я так могу. Где оно уместно? То есть вот это, ты говорил мне в личном общении по поводу того, что шоу «Голос», все такое. Ну а зачем? В том смысле, что нужно же удивить. Там именно зачастую впечатляют те, кто очень агрессивно поет. Как певица Сия говорит: извините, я очень громко на ресепшене, они там записывали что-то, на ресепшене мужчине говорит, что я громко, но это моя работа быть громкой. Вот у нее подача очень интенсивная. На многих оказало влияние произведение «Русалочка», диснеевское именно, вокально прежде всего, потому что если копнуть, это поп-культура, то есть девочка увидела мальчика и все в глазах померкло, и есть только он. Ну, то есть тут как бы, но вокально вот эта чувственность, многие артисты постоянно ссылаются на это произведение, потому что, действительно, тут без вопросов. И мы мало говорили по поводу того, как же двигаться профессионально. То есть, это действительно профессионально, просто в том плане, что выступать на каких-то площадках, радио, где угодно, где это будет уместно и где будет это возможно. Да, но я всегда думал, что мне недостаточно пока материала. И вот до сих пор я так думаю, потому что кавер не везде можно исполнить официально. Не каждый артист позволит это сделать. Это же нужно оформлять авторские все дела. А свои композиции, «Аквамарин» для русскоязычной аудитории, я думаю, будет понятен. И вообще это первое выпущенное мной на русском языке. Она у меня сейчас в голове, кстати, сейчас играет, я не знаю почему. Это хорошо. Кстати, вот мы Переслушал, не осветили это. Я сегодня специально выпустил незавершенную версию, а именно вот для этого эфира, как сувенир, напоминание, что у нас это было. И вот только здесь опубликовал в Инстаграме в таком виде. Когда мы завершим... Хоть нам. Напой что-нибудь? Прям вот абзац. Может быть, сейчас оно придет. Хорошо. Мы не договорили про возможном где тебя услышать, понятно, цифровые площадки, в Инстаграме посмотреть все это, почитать все это можно, все твои мысли по поводу относительно каждой композиции тоже, с субтитрами, с английскими, французскими, там для тех, кто не хочет слушать. Твой голос, я думаю, таких вообще среди нас нет. Да не об этом речь. Вот расскажи, количество просмотров, комментариев и лайков. Это приятно? Скромно. Могло бы быть и лучше. Но просто здесь нужно понимать, что любая площадка серьезная – это вложение. Поэтому мы постепенно к этому двигаемся. Мы покупали оборудование, старались что-то как-то постоянно в этом направлении. Так что это момент расширения, это момент возможностей. И куда придем, туда придем, как я тебе говорил. Не какая-то известность, не цель. Музыка должна быть популярна. Музыка должна становиться частью жизни людей. А я, настолько, насколько я выдержу, потому что то, что было с Майклом Джексоном, не каждый выдержит. Да. Вот. И лейбл, понятно, что без лейбла двигаться самим это довольно-таки сложно, и это путь. И я хочу прийти на лейбл уже сформированным артистом со своим материалом, чтобы меня не начали перекраивать. Вот как раз тема «свободный артист». Расскажи, пожалуйста, то есть ты боишься, что сейчас они скажут, ты там не так выглядишь, давай мы тебя сбреем брови твои большие, я не знаю, там оденем серьги,
и отправим вообще петь и Вот, жаждать. да, неизвестно, как они меня поймут, да? Как они меня увидят. Каким. То есть, да, мне хочется прийти уже сформировавшимся артистом так, чтобы иметь и аудиторию, которая меня поддержит, потому что все-таки нужно понимать, что сила артиста – это в последователях. Мгм. То есть, если люди, работающие на лейбле, увидят, что эта идея, она поддерживается, это можно тогда развивать. Поэтому я не рискую просто ради того, чтобы попасть туда. Это путь и вот. Как-то так. Альбом будет содержать в себе композиции на французском, английском и русском языках. Распорядок дня спрашивали. Это постоянная работа над голосом, это постоянная проработка. То есть каждый день есть чем заняться. Это бесконечно. Этому нет финала. Особенно с моим вот этим каким-то складом, что это нужно сделать на уровне, это нужно сделать образно, хорошо, чтобы это был звук, который, насколько возможно, может захватывать. Насколько это получается, конечно, не знаю. Мне постоянно хочется сделать лучше. Постоянно хочется изменить и что-то добавить. Но вот. А по поводу того, что Сова То или есть- жаворонок? я больше жаворонок, но я могу быть и совой. Мгм. Как витиевато Ты уже понял, получилось. что я вообще Angry Birds. Что? Я вообще Angry Birds. А, Я и рано не встаю, и поздно там не ложусь. Вообще как-то сейчас непонятно. В каком-то между ну, нахожусь. все зависит от эмоционального состояния, правда ведь? Мгм, мгм, мгм. Порой и не уснешь. Особенно если какие-то мысли, особенно какие-то идеи. Так, А если еще что-то и гложет, то понятно. просят, все равно просят, чтобы ты пел. Конечно, я поддержу. Можно что-то там, Калифорния спой. Я очень давно ее не исполнил. Мышцы отвыкли от нее. Скорее надо что-то из того, что проработано. Si d'aventure je quitte terre, tu es mon sang, mon doublement, mon ADN. Et sur le mur, j'écris je t'aime. Pour que nos sangs se mêleront, mon ADN. Вау, сердечки ставим, ребят. Tout se mélange, c'est étrange, ma vision se change, tout est façonné de sorte qu'on perd de pied. Je vis dans un monde parallèle où tout appelle mes couplets ailes. Je vis dans un monde éloigné qui boit toutes mes pensées. То есть говорили, что я поначалу что слишком много использую автотюна. Нет. А что такое автотюн? Ну, то есть слишком сильная коррекция вокала, что это становится неестественным. Нет. Расскажи вот эту историю, связанную с Франсуа Анном. Франсуа Анс, да, он не отвечал. Я пытался достучаться до, прежде всего, окружения Милен. Я Когда... просто хочу, знаешь, как немножко, чтобы все поняли, о чем речь. Конечно же, вся пресс-служба, вся команда Терри Сюк, с которым мы там познакомились. Ненавидят меня. До карантина, до февраля, в феврале точнее, они же все отслеживают все равно в сети, все, что пишут про Милену. Пресс-атташе, да, такое есть понятие. Поклонники, они все прекрасно смотрят и поддержку. А Милен на карантине вот делает небольшие зарисовочки Да. Лизы, сов, все, что мы любим, чтобы как-то поддержать своих поклонников, друзей. И дело в том, собственно, к чему, что они в курсе, кто ты такой. И, возможно, Милен мало-мальски, но видела твои видеоролики, слышала исполнение. Ну, хотя бы мельком, да, Да. однозначно, однозначно. Он не отвечал, Франсуа Анс.
режиссер ее клипов, ее концертов. Это было что-то вроде «извините». Ну, сначала, что он похвалил меня. И было что-то вроде «извините, что все события не сложились вам на руку». Ну, понятно, что человек, артист и вся его команда, у них единственная мысль, чтобы все было отлично в плане шоу. Все. И это дорога, это перелеты, это все очень сложно. Тут не до мальчиков, которые поют песни. Тем более, что, ну, если бы это была встреча, а о чем говорить? Тогда я был ребенок, мне хотелось просто прикоснуться к прекрасному. А сейчас я понимаю, что, ну, конечно, ее музыка стала частью меня и очень оказала влияние, и по-настоящему обогатила какой-то духовный путь. Ты Но... письма писал? Нет, однозначно нет. Единственное, что вот в первом ролике было в финале, но это как бы не напрямую, это просто вот такое. И Бруно Авеян тоже мне отвечал и подписался на меня в Твиттере. Евгений, в творчестве Милян часто фигурирует тема секса. Вы собираетесь затрагивать эту тему в своем творчестве? Вы собираетесь заниматься этим в прямом эфире? Это часть жизни, это естественно, и поэтому спекуляции это естественно. Хотя бы взять вот наших русскоязычных, раз уж ты их затронул, артистов. Это личное дело каждого, и оправдываться, и как-то пытаться бить себя в грудь, говорить, что такой или не такой, по-моему, это очень глупо и жалко. Поэтому, когда требуют какого-то камин-аута и чего-то, это, конечно, очень такой, может быть, моментом продвижения, промо и всякого-всякого, но все-таки мне очень близка позиция Милен и Энни. О личной жизни неизвестно вообще ничего. Но сколько спекуляций. Ну, были, но она тоже там под это... Да, это чуть-чуть. да. То есть такие ответы из разряда «если бы я была мужчиной, то однозначно привлекательным». Но она, конечно, оригинальна это все. И потом тема андрогинности, опять-таки, да, очень интересно. Особенно сейчас она очень... И тут вопрос какого-то уважения банального, да, потому что в любом случае, что бы ни сказал человек, артист любой, у каждого своя правда, своя призма, через которую это все искажается. И как бы он себя не бил в грудь, говоря, что, например, он традиционных взглядов, это все равно будет восприниматься как... Так что я даже пытаться не буду что-либо в плане себя как-то комментировать, потому что это абсолютно неуместно и глупо, и... Пусть у каждого будет своя правда. Каждый может меня воспринимать как угодно. Главное, чтобы не было игнорирования. Вот это я очень боюсь, потому что для артиста самое страшное – это игнорирование. Это хуже любого комментария негативного. Это именно игнорирование. Поэтому, пожалуйста, думайте, что хотите. Вплетать ли это? Пока к этому не пришел. Но тема интересная, тема... острая, и вплести это красиво. Слежу за некоторыми артистами, и вот просто бывает момент, когда они отчаиваются, и вот ничего не получается, и они, например, публикуют фотографию обнаженного себя. И это выглядит грустно. В том плане, что, Так, а что? Какая цель? В эфире не плачут у нас, не плачут. Это грустно в том плане, что это можно показать красиво, это может быть частью арта, это может быть интересно, это может быть вызывать какой-то потом шлейф, и человек будет надумывать и всячески, а почему так, а почему, а может быть. Поэтому, если будет что-то уместное, если будет что-то удачное, что можно будет вплести, разумеется. Но сейчас пока я вращаюсь в таких энергиях и в таких темах, что это преодоление самого себя, преодоление всяческих вот этих блоков, которые появились тогда.
в школьные годы. И это не была травля в плане открытая. То есть это было очень так интересно в том плане, что оказывается, когда я публиковал ту композицию, Мгм. мои одноклассники увидели ее. Такое чувство, что они ждали моменты за что-то зацепиться. И я публиковал ее себе в аудиозаписи. Может быть, она, кстати, в новостях появилась, не знаю. Мгм. Я ее никак не называл. И среди Милены, всякой музыки, которая мне нравилась, была она. И они ее воспроизвели и записали на диктофон на телефон. То есть вот этот звук во вступлении этой композиции, ну, по оригинальной у Милен, Мгм. Мгм. для меня это было как по нервам. Вот это вот как будто режет меня. И я сначала, ну ладно, что-то знакомый звук где-то слышал. А потом, когда я услышал отрывки, что это я понял, что это такое. То есть, помимо этого, высмеивалось любое мое движение, любая моя фраза. Понятно, что на уроках нужно отвечать, нужно... Мгм. Все высмеивалось, хотя, ну, вообще-то и не смешно. То есть, я так понял, что просто был один человек, который... удивительно, кстати, почему. Который вот агитировал, и люди почему-то боялись ему перечить. Мгм. А ты говорил, что вот вызов обществу. Я никогда не перечил, но я никогда точно не был ведомым. Мгм. Поэтому момент быть оригинальным, делать что-то свое, слушать музыку, которая нравится, делать в том стиле, как нравится, и выглядеть таким образом, как это органично для меня, уж точно не оскорбителен для кого-то. Мой внешний вид точно не оскорбителен. И стиль однозначно интересно, потому что вот как можно назвать наш стиль, то, чем мы занимаемся, как можно назвать медиан стиль. Я видел такую интересную фразу «варьете français», Мгм. то есть варьете французское. Варьете – это как бы актерское исполнение вот такое вот театрального такого какого-то направления. То есть ощущение от этого, что это не просто поп какая-то жвачка для радио, а вот ощущение, что она в то же время легкая, но там какая-то глубина. И вот, наверное, да. Ну, мы в шутку называем наш стиль днищ-поп. Днищ-поп, потому что, ну, мы все-таки надеемся, что аудитория будет появляться, что для меня вообще это большой подвиг выйти в эфир, это большой момент переступить, как ты начал эфир, что я скрытный человек. Но это моя эссенция. И спасибо тебе за такую возможность, что в личном общении поддержал меня, что я очень ценю. Спасибо тебе. И вообще твоя рубрика – это что-то очень артистичное и классное. Спасибо большое. Ребят, я думаю, что мы завершаемся. Я всех приглашаю в Женин Инстаграм. Он для нас уже выложил специально отрывок, делает нам сегодня небольшой подарок. Нет, целую, полную композицию. Целую? Ну все, Да, я да. посмотрю, я не могу так разорваться. Спасибо, Антон, я очень ценю. У меня сегодня в гостях был Женя, свободный художник, артист, человек без лейбла, который продолжает делать то, что ему нравится, то, что он считает нужным, становится лучше с каждым днем, который несет миру только позитив, добро, который совершенно не согласен с теми вещами, как его воспринимают в Милена-тусовке, но который не останавливается и движется, а движение – это жизнь. Я вот предлагаю прямо закончить Женю на движение. Ну да. Вот. Как черепашонок, маленький танчик. Да. Спасибо тебе большое за эфир. Взаимно. Спасибо всем, кто нас смотрел. Спасибо, да, всем спасибо. Да, спасибо. Всем хорошего вечера. До скорых встреч. Да, до свидания. Пока-пока. Пока. Спасибо вам за поддержку. Приятно было видеть ваши добрые комментарии, участие. И такой формат прямого эфира получается, что первое полноценное интервью, в котором мы поговорили о моей деятельности. И единственное, что, наверное, я не сказал,
может быть, из-за переживаний, может быть, еще из-за чего-то. Это о том, что я положил на это жизнь. Как бы это громко и пафосно не звучало, но это правда так. Я живу в крошечной квартирке, которая наполнена оборудованием, и стараюсь нивелировать, форсировать как-то вот между ним, с ним жить. Поэтому ваша поддержка, ваше содействие в виде комментариев, в виде любой активности вообще, очень это ценю, отвечаю на ваши отзывы, и давайте двигаться вместе по этому пути. Интересно, куда это приведет. Спасибо вам.